В 2004 году Магдалена покинула свой родной дом в Бурунди в поисках светлого будущего в Австралии. Ее первый муж умер и оставил ее с 5 детьми. Мечтая о хорошем будущем для своих детей, вдова решила попытать счастье в другой стране. Казалось, Магдалена поступила правильно. Довольно скоро она нашла новую работу и хорошее место для проживания с помощью агентства по переселению. Австралийцы отнеслись к ней дружелюбно и предложили всю возможную помощь. У ее детей не возникло проблем с адаптацией в новом городе. Магдалена всегда была благодарна судьбе за все, что было в ее жизни, особенно за то, что у нее появился большой дом. Все еще находясь в зависимости от социального работника, который помог ей и ее семье построить новую жизнь в Австралии, Магдалена часто посещала агентство. Именно там она познакомилась с Адрианом, недавним беженцем из Конго. Поскольку Адриан уже умел говорить по-английски, социальный работник часто просил его переводить для Магдалены. В то время она знала только суахили. Во время этих встреч они влюбились друг в друга. Магдалена была вдовой с 5 детьми, а Адриан – вдовцом. Вскоре она узнала, что он бежал в Австралию после того, как армия повстанцев напала на их маленькую деревню в Конго и разграбила ее. В результате этого несчастного случая погибли его жена и маленький сын. У Адриана не осталось причин оставаться, и он решил начать новую жизнь в Австралии. Магдалена не планировала снова выходить замуж. Она хотела посвятить свою жизнь воспитанию детей. Однако, когда она встретила Адриана, все изменилось. Он был милым и заботливым и всегда заставлял ее смеяться. Более того, он полностью смирился с ее ситуацией. Через некоторое время Магдалена по уши влюбилась в Адриана, и они решили жить вместе. Адриан относился к детям как к своим собственным. В последующие годы Магдалена родила ему еще 3 детей. Однако она также узнала больше о характере своего второго мужа. Магдалене нечего было сказать своему мужу, когда дело касалось обеспечения потребностей семьи. С тех пор, как в 2004 году он приехал в Австралию в качестве беженца, он усердно работал и довольно скоро нашел постоянную работу. Сначала он работал на заводе по переработке морепродуктов, а затем нашел работу получше – оператором вилочного погрузчика на складе. Однако, живя вместе под одной крышей, Магдалена обнаружила в своем муже склонность к насилию. Когда он уставал, он часто кричал и выходил из себя по пустякам. Были моменты, когда он причинял ей физическую боль. Однако, придя в себя, он подбегал к ней и молил о прощении. Как жена и мать, она часто не обращала внимания на эти инциденты и вместо этого училась принимать ситуацию. В конце концов, он был ее мужем, и она любила его. В Бурунди Магдалена была воспитана своей мачехой. Хотя она находилась за 1000 миль от дома, она всегда была в курсе того, что там происходит. Однажды из дома пришли плохие новости. К сожалению, ее мачеха скончалась от болезни. Конечно, Магдалене нужно было вернуться в Бурунди, чтобы отдать последние почести. К сожалению, ее муж не смог сопровождать ее из-за рабочих обязанностей. Из Мельбурна Магдалена преодолела 7000 миль, чтобы добраться до Бурунди. Это был последний раз, когда она видела эту удивительную женщину, которая ее вырастила. Поскольку ее дом в Бурунди был небольшим, Магдалена решила поселиться в отеле. Она чувствовала стресс, грусть и усталость, а также скучала по мужу и детям. После похорон она вернулась в свой гостиничный номер, чтобы немного отдохнуть. Как раз в этот момент зазвонил ее телефон. Звонил ее муж. Она ответила на звонок и сразу же уловила нотки беспокойства в голосе Адриана. Она чувствовала себя такой одинокой, и его звонок был как раз тем, в чем она нуждалась. Он спросил, как у нее дела, и она ответила, что собирается лечь спать, чтобы немного отдохнуть после тяжелого дня. Вместо того, чтобы пожелать спокойной ночи, Адриан посоветовал ей подышать свежим воздухом на улице.
Магдалена почувствовала, что муж очень беспокоится о ней, и решила последовать его совету. Она понятия не имела, что это начало чего-то такого, что, как она думала, никогда не могло с ней случиться. Магдалена была всего в нескольких шагах от отеля, когда заметила приближающегося к ней мужчину. У нее было так мало времени, чтобы среагировать, когда она поняла, что на нее направлен пистолет. Незнакомец сказал: «Если ты начнешь кричать, я застрелю тебя. Меня поймают, но ты уже будешь мертва». Хотя она чувствовала, что ее сердце вот-вот разорвется от страха, она решила, что будет разумнее сделать то, что ей сказали. Нападавший указал Магдалене на машину, припаркованную на обочине дороги. Там было 3 парней. Один из них был водителем, а 2 других держали в руках пистолеты. Пытаясь казаться спокойной, она была вынуждена сесть между 2 мужчинами. Перед тем, как машина тронулась, ей завязали глаза. По ее предположениям, машина ехала 40 минут. Во время поездки никто не разговаривал. Когда машина остановилась, ее вытолкали наружу и завели внутрь пустого здания. Затем Магдалену привязали к стулу. Все еще держа язык за зубами, Магдалена услышала, как один из похитителей позвонил, чтобы предупредить босса. Затем они повернулись к ней и задали абсурдные вопросы. «Что вы сделали с этим человеком? Почему этот человек попросил убить вас?» Для Магдалены все это не имело смысла. Она только спросила: «С каким человеком?» Она не смогла вспомнить никого, с кем у нее были конфликты. Однако, когда похититель ответил на ее вопрос, ощущение было такое, будто он сбросил бомбу. Он сказал: «Твой муж». Без сомнения, она закричала, что это было невозможно. Адриан никогда бы так не поступил. Она даже обвинила их во лжи. А затем получила пощечину. Лидер группы сказал ей, какой она была глупой. Чтобы еще раз доказать свою точку зрения, он позвонил человеку, который заплатил им за ее убийство. У Магдалены все это время голова шла кругом. Она может только желать, чтобы это было розыгрышем. Когда звонок был соединен, главарь похитителей торжествующе объявил, что они уже держат Магдалену в плену. Телефон был включен на громкую связь, чтобы она могла слышать мужчину на другом конце линии. Затем правда пронзила ее, как нож. Тот же голос, который утешал ее часом ранее, звучал для нее как приговор. Человек, которому она отдала 11 лет своей жизни, тот же человек, который был отцом ее детей, она никогда не думала, что он сможет приговорить ее к смерти. Когда похитители обсуждали, как они убьют ее и избавятся от тела, это уже было похоже на смерть. Она потеряла сознание. Когда главарь похитителей закончил разговор, Магдалена начала приходить в себя. Она знала, что ее положение безнадежно, и ничто больше не может ее спасти. Когда она готовилась принять свою печальную участь, она заметила, что похитители пристально смотрят на нее. «Мы не собираемся вас убивать. Мы не убиваем женщин и детей», — сказал один из них. Услышав это, она почувствовала прилив надежды. Эта перемена была ошеломляющей. Она даже не знала, как реагировать. Затем лидер спросил ее, почему она раньше не замечала, что что-то не так. Был январь, а приказ убить ее был отдан в ноябре прошлого года. Магдалена попыталась вспомнить, что она сделала со своим любящим мужем. Как ни старалась, она ничего не могла вспомнить и не подозревала, что все зайдет так далеко. Однако она не могла поверить, что надежда все-таки есть. Наемные убийцы, которым заплатил Адриан, были людьми с принципами. Они против убийства женщин и детей. В этот момент она поняла, что Бог все-таки действительно любит ее. Следующие 2 дня Магдалена провела в заброшенном здании. За это время похитители сообщили ее мужу, что она уже мертва. Ее муж добровольно отправил деньги. Брат Магдалены испугался ее исчезновению. Она так и не сказала ему, когда собирается лететь обратно в Мельбурн. Более того, ее вещи все еще были в номере. Подозревая, что с ней случилось что-то плохое,
Ее брат обратился к Адриану. По словам ее брата, он попросил у Адриана $500, чтобы заплатить полиции за начало расследования. Муж немедленно перевел деньги и даже выразил свое беспокойство. После 2 дней, проведенных в плену, убийцы, наконец, сказали Магдалене то, о чем она мечтала. Однако у главаря банды был для нее совет и предупреждение. Он сказал, что ей очень повезло, что они убийцы с принципами, но не все такие. По его словам, Адриан настроена очень серьезно. Он хочет ее смерти. Они даже не знали, были ли другие убийцы, которым ее муж приказал ее убить. Магдалене дали 80 часов на то, чтобы покинуть страну. Прежде чем оставить ее на обочине дороги, руководитель вручил ей карту памяти. Это была улика, на которой были записаны все телефонные разговоры. Посреди ночи Магдалена поняла, что у нее осталось совсем немного времени. Для нее это стало началом новой жизни, чтобы все исправить. Она ни за что на свете не упустила бы возможность увидеть реакцию своего дорогого мужа. Адриан выглядел как скорбящий вдовец. Несколько дней назад, когда ему позвонили убийцы и сообщили, что Магдалена уже убита, он с грустью сообщил родственникам, что она погибла в результате несчастного случая в Бурунди. Адриан провел весь день в трауре вместе с родственниками. Многие из тех, кто пришел выразить свою поддержку и сочувствие, пожертвовали деньги. Адриан выглядел как убитый горем муж, потерявший очень дорогого ему человека. Однако оказалось, что это было не так просто, как он планировал. 22 февраля 2015 года Магдалена благополучно вернулась в Мельбурн. Более осторожная и бдительная, чем когда-либо, она узнала о фальшивых похоронах, которые хитроумно организовал ее муж. Было около 7 часов вечера, когда Магдалена, сидя в припаркованном автомобиле прямо перед своим домом, заметила, что ее муж провожает последнюю группу родственников к их машинам. Когда они отъехали, Магдалена решила, что сейчас самое подходящее время преподнести сюрприз. Когда Адриан остался один на крыльце, Магдалена медленно подошла к нему. Она навсегда запомнит реакцию своего мужа, когда он увидел ее. Его рот был широко открыт, а на лице проступал страх. Она подошла ближе, не произнося ни слова. Ее муж продолжал разговаривать сам с собой. Это было похоже на то, что он увидел привидение. Когда они были в нескольких дюймах друг от друга, Адриан дотронулся до ее плеч. И тут он подпрыгнул. Только тогда он понял, что она не привидение. Адриан начала кричать, прося прощения. В прошлом Магдалена всегда прощала Адриана за то, что он причинял ей физическую боль. Она даже верила ему, когда он говорил, что его жестокость была всего лишь результатом травмы, которую он получил на родине. Она любила его и всегда была готова принять его. Но на этот раз он перешел все границы. Магдалена позвонила в полицию, с которой связалась заранее. Чтобы доказать свою правоту, она выполнила приказ полицейского позвонить тем убийцам. Именно тогда Адриан сделал полное признание. Без его ведома признание в убийстве было записано на пленку. По словам Адриана, он очень сильно любил жену и подозревал, что позже она уйдет от него к другому мужчине. Он сказал, что злодеяние было спланировано из ревности. Но как бы он ни старался, сердце и разум Магдалены были уже закрыты. Она уже усвоила этот урок на собственном горьком опыте. Магдалена возбудила дело против него. Имея все доказательства, которые у нее были, она знала, что добьется справедливости, которой заслуживает. Когда Адриана доставили на официальный допрос, он в течение нескольких часов пытался отрицать, что был организатором. Он сказал полиции, что не способен на такое. Однако, когда полиция прослушала записи его голоса, когда он признавался в заговоре и причинах, по которым он нанял людей для убийства своей жены, он понял, что ему нет смысла врать. Магдалена, как и полиция, все еще не могли найти истинную причину, по которой Адриан прибегнул к этому злодеянию.
11 декабря того же года суд Мельбурна приговорил Адриана к 9 годам тюремного заключения. Он признал себя виновным в подстрекательстве к убийству, и это, очевидно, смягчило назначенное ему наказание. Даже когда его посадили за решетку, Магдалена не смогла вернуться к нормальной жизни. Когда она лежала ночью одна, то продолжала слышать слова своего мужа: «Убейте ее». Она знает, что на заживление уйдет много времени, а, возможно, этого вообще никогда не произойдет. Хотя Магдалена понимает, что будущее будет трудным для нее и ее 8 детей, она не жалеет о своем решении посадить его за решетку. Он совершил непростительный грех, и ее доверие и любовь к нему полностью исчезли. Дорогие зрители, а вы бы смогли простить Адриана на месте Магдалены? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.